response to its predecessor's content. These two side stories establish what happens in Spira following Tidus's return at the end of Final Fantasy X-2. The far plane is unstable, the moon flow is overflowing, and the fireflies are causing the physical and spiritual worlds to collide. Not a bad premise, and in fact, it has canonical roots. Visiting Guado Salam in Final Fantasy X-2 will hint at the far plane's instability, and the fate's interference with Tidus's resurrection could reasonably upset the balance of the world. But this presents an issue. If Tidus can return, it's theorized that anyone, and anything, can too. Including Sin. That's right, ladies and gentlemen, that unstoppable force you finally quelled in Final Fantasy X, it's back with a vengeance. Okay, fine, at least Tidus and Yuna are still together after I endured dress sphere hell for them. What? They're breaking up? Then why did I even play either of these games in the first place? Do you see the problem here? The audio drama undoes everything that happens in the first two iterations. Why did we bother defeating Sin if he returns? Why did we bother reuniting Tidus and Yuna if they break up? All of this feels so pointless. We worked too hard already. Why would we want to start over? Не сделал свою мужскую работу, она не беременна. Как кабель свободных. Нормально же. Ой, да. Мамочка ровно говорит, да, понимаю. Я тебе точно сказал, есть никак от женственности, мужской рецепт только один, применяй, короче. Ты любишь, если женщину, там, ну по-настоящему, если вот все мое, там, влюбился, ну понимаешь, все надо беременеть сразу же. Неважно, кто, какой дурак будет слушать, что она говорит, берешь и беременеешь. Все. Не понимаешь, что ли, меня? Это настолько просто, что... Ты знаешь, сколько этой ахинеи просто не существовало бы? Потому что это результат любви, в том числе и коитуса. То есть, а коитус это без любви. Ну давай разделим тогда. Так вы всех больные... Я тебе говорю, вы все зря живете просто. То есть, он тебя понял уже просто. Они не беременеют уже что-то. В ветеринарку везти, значит, надо. Значит, надо... Она не может быть нормальной, потому что женщина, когда, если ты ее ну, если у вас все нормально, и она не беременеет, у нее не может быть нормально внутри, понимаешь? Она не мужик, потому что она женщина, понимаешь? Поэтому, скорее всего, она станет на твою сторону, и вы пойдете к Норбекову куда-нибудь, в традиционную, в китайскую медицину, может, не знаю я, куда-нибудь пойдете, да, ну да, я думаю. Или просто как-то будете беременеть. Не знаю я. Понимаю, что да. Я как бы я поняла уже просто. Вот смотри, и эта ахинея, это просто как бы было бы вообще ни о чем, просто вообще бред, потому что о чем они там говорят. Ну типа того. Ну я к примеру тебе говорю, да. Ну нет, это же все. То есть в отношениях ты никогда не знал, женщина всегда побеждает во всех отношениях, понимаешь? То есть, когда есть релейшншипы, женщина всегда побеждает. Потому что никаких релейшншипов, сплошная беременность должна быть. Ну и роды, и конвейер, короче. Какое-то здоровье, нет? Любви нет, не знаю чего. Нормальности нет. Нет, не знаю. Да не спрашивай, неважно это. Наверное, нет. То есть, да, то есть мужик всегда проигрывает во всех отношениях, да. Финансово. То есть у тебя на шее сидели, бабки сосали, ты ее содержал, а она тебе там что-нибудь, понимаешь, короче. Финансово, временном, то есть и результатов вообще никаких нету, понимаешь. То есть эту жизнь прожил, и все это и никуда, понимаешь, как бы в никуда просто, понимаешь. Даже никакого, да, то есть, да, долгий разговор. Я тебе сказал, я тебе говорю, это настолько хорошо, что тебе, это просто я тебе как геометр тебе просто говорю. Как геометрия просто пространство, что лучше быть не может ничего просто, понимаешь? То есть ты понимаешь, просто мы недостойны сами себя, если угодно, да, такой жизни. Ну нет, просто мы бездельники, понимаешь? Да, ну как можно, ну понимаешь, надо нарабатывать, значит. Ну люди дураки, тебя дурацкостью заразили, ты тоже дурак, как я, не все. Ну понимаешь, они не ответят за это. У тебя своя же голова есть, правильно? Про женщин я не говорю, у них душа есть на это. То есть у них... Черт, да, понимаю. Нормально тогда. Да.
А им голова не нужна, у них может наоборот просто быть, да, понимаешь? Потому что они женщины, они непредсказуемы. Так что нам не надо, понимаешь? Ну так, ну частично только. Ну, можно уже так сказать, да, понимаешь? Ну да. Вот видишь, все. А кто нас рожать тогда всех будет? Кому тогда нужны? Кто свидание? Ну, Сергей, понимаешь? Не понимаешь? Ну ладно. Сюда ничего. Да. Блин, нет, ну вот он тебя понял, что я так говорю. Ладно. Ну ладно. Готовься прожить нормально. From an even worse vantage point. Even the character development they endured has all but disappeared. Yuna has returned to her reclusive religious roots, and Titus does nothing but ogle Yuna, sign autographs, and make dick jokes? Like, why? The new cast members, Chuwami and Kurgum, are no better either. Chuwami supposedly being Orin's daughter based on hearsay, Kurgum's romantic feelings for Yuna that blossom literal moments after they meet, their elite positions in society for no apparent reason at the ripe age of 17. These are all common cliches and tropes in young adult fiction that would need to be inverted in order to avoid the unanimous roll of eyes across the entire world. Plus, Chuwami, you're really gonna pull the I hate Yevoners because they killed my mom card? What is this, Cruella? But despite because they killed my mom card? What is this, Cruella? But despite my excessive ranting, it's not all bad. There is good to be gleaned from this announcement all the same. On one hand, all of this source material could be retconned entirely. Both the novel and the audio drama were received very poorly. Понимаешь? В общем, говорить-то даже не о чем. Все это курят. Что это вообще ни о чем просто, да, понимаешь? Понимаешь? Зато у них жизнь интересная, спесивая, спесь просто, да. Понимаешь, ну наоборот, да, вот это я говорю. То есть тут нету никаких... И не надо, не благодари потом, ладно? Ну да. Понимаешь, даже если там что-то там ты проиграл, все, она с детьми осталась, у нее все нормально, ей есть чем заняться, понимаешь, ей есть для чего жить, и она ушла к другому мужику смело. Там, не знаю, как варианты. Ну, не знаю. Ну да. Видим, наверное, так, кстати, тоже, да. Ну, не спрашивай, да, не предлагай, да. Понимаете. Ну да, ну это... Japanese and American audiences alike. If you're batting 0 for 2, maybe you bring in a different hitter. However, given its inclusion and dubbing in the HD remasters, I have a suspicion it's here to stay. Если это привести в какой-то немножко, а можно и не приводить, ну, короче, это просто вот реальность. Вот просто, можно всем смело ее говорить. Да, понимаю. Ну да. Реальность всегда за нас была, ты не знал? Нет, ну ладно. Пока, ладно, пока ты... So let's say that all the blitz bombs and faith making stick around. Fine, we can work with that. Where do we go from there? Chuwami's tragic backstory could set the stage for us to understand Spira's shaky religious state via the Yevonner hunts, while her own hunt for information surrounding her heritage could shed light on Orin's earlier years outside of his time serving Braska. And really, who's going to complain about more Orin? Speaking of which, Orin could be alive, given how everyone refers to him in the present tense. And even if he's not, the Farplane's power could bring him back whether he wants to or not. Beyond our 2 new party members, I'm hoping that the lives of the previous members are expounded upon. While some of their stories, like Lulu and Waka, feel as though they've reached a logical conclusion, there are others who still feel full of potential.
Did Riku and Gippel's machine faction uncover any Живи more не зря archaeological тогда в своей wonders? жизни, не How спрашивай did потом. Barrowby's construction of the Sphere and Council affect the political atmosphere of Spira? Where did Elma, Lucille, and Nuge run off to now that the Youth League disbanded? And, of course, the merging of worlds could lead us to traversing through time in a similar manner to Tidus and Yuna in Prince of Eternity. The team has a smorgasbord of material to work with. They just need to be wise about its execution. Even if the story succumbs to age-old tropes, that doesn't mean the gameplay has to suffer too. The creation of Faith could see the return of fan-favorite summons that, through a system akin to the Creature Creator, could be tamed and controlled like any other party member. Blitzball maintains its grip on Sphere's populace, while Sphere Break continues its infectious spread, meaning minigames aplenty could abound. And then, of course, there's the matter of the battle system itself, but that's a discussion for another day. At the end of the day, I would never turn down another chance to experience Spira anew. It is a world that is all too dear to my heart, and I don't want to ignore even the ugliest portions of its lifetime. Yes, I realize that I am the reason game companies can continue to make low-quality games because people like me will buy them, but no, I will likely not be changing my ways anytime soon. While my criticism of the intermediary material and skepticism of the sequel will remain intact, I choose to hope for a product that far surpasses expectations. Who knows? Perhaps Final Fantasy X-3 will wow me. They have all the time in the world to write it. Regardless of its eventual quality, for now, it is still nothing but a fleeting dream. That concludes my TED Talk for today. How are you feeling about the possibility of Final Fantasy X-3? And what would you want out of it, should it come to pass? Whatever you pray for, may the faith make your every dream come true. This video has been sponsored by Squarespace. Laughing gas is chemically known as... Смотри, если ты мужик, реализуешь свою, да, то есть, неужели ты какую-то чубиху, которая от тебя забеременела, не прокормишь? Да. А нахер тебе это сдалось тогда? Береги себя, как говорится, да, понимаешь? Ну, я понял, что же, да. Ну, да. Женщина всегда, ну да, если ты, да, ты всегда проиграешь, потому что ты всегда будешь хреносос. Женщина это как бы, она семья, ты ее должен, ты ее вставляешь, и она размножается, понимаешь? Ну как, что ты делаешь? Как бы, да. Ну, так и не трать тогда время, если ты не собираешься. Ну, в ручки поцеловал, а потом, ну, для чего? Чтобы добился, и чтобы ты домой ее посадил и беременел ее перманентно, да? Ну, как бы, а как? Нет, чтобы добиться ее и... А, просто добиться и убежать. Да, он это имеет в виду. А догонит, если... Если, да, понимает. Понимает он себя, да. Это как бы не знаю, понимает. Не знаю, понимает он себя. Ну, понимаешь, неблагоприятно, короче. Nitrous oxide with the formula N2O. When small amounts are inhaled, it produces euphoric and dissociative effects, which can sometimes lead to hysteria or uncontrolled laughing. Some people really like this feeling, so it's often used Ну, recreationally. это смотри, допустим, ты добился девушки там какой-нибудь полоумный, говорит, наоборот. Ну да. Она забеременела, ты от нее ушел, это нормально, что ли? Да как я добивался, да, понимаешь, это честно? Давай это, да, понимаю, это, как бы, как на это твои, ну, люди посмотрят, общество. Твои собутыльники, понятно, как на это могут по-разному посмотреть, не суть разговора. Или друзья там, думаешь, друзья и друзья. Как бы, не то друзья, чтобы ты, да, понимаешь. Я имею в виду, вот когда ты, если ты так вот скажешь, что это самое, наврал ей там и так далее, она беременна, как это хорошо или нехорошо? Понимает он. Ну типа того, да. Ну это имеет в виду, да. А, ну типа того, да. Да наоборот. Так и нахер тогда не надо. Смотри, я даже на шоколадку тогда не буду разоряться, если я не буду ее беременеть. Чего я тебе тоже желаю. Ну на самом деле, то есть только тут не может, ты как бы пойми правильно, что ты недоумок просто. Я тоже недоумок немножко, да, то есть, ну да, и ты недоумок-то больше, чем я, да, понимаешь. Ну, вот это он имеет в виду.
Я тебе еще раз объясняю. Ну, он это имеет в виду. Но если ты влюбился, то что надо делать? Надо ее беременеть. Добиваться. Ну, то типа этого. Ну ты что, девчонка что ли увлажненная? А их вон там полно, они все хорошие, понимаешь? Просто ты не надо понимать. Да, они. Да, он тебе просто. Наоборот, он тебя понял. Ну, к сожалению, так. Да, да, понимаешь, да. Надо добиться и брать ее в наложницы себе тогда. То есть перманентный. Ну, он понял, да. Ну, ладно. Ну, да. Ну, у нас здесь нету, сейчас не тот мир, чтобы тут были наложницы. Протягиваем. Ну, надо, да. Ну, жениться надо, значит, да. Ну, не надо тогда. А, люблю не могу. Че ты мужик и не можешь, поэтому ну что. Ведь не да, понимаю. Может, у тебя просто финансовый недомер какой-то или что там, да. Вот, я понял просто, да, то есть. Это тебе кто угодно скажет, просто понимает. Да, да, да. Да, 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 типа того, да. Ну, он про себя так думает тоже, да. Ну, вот это и есть он самый, да. А, ну нет, это... Я в это не верю просто. Вот, да, он тебя поймет уже потом, да. Ну, что, да, понимаю. Да, да. Ну, да, да, да. Ну, нет, это тоже не надо, так, понимаешь. Ну, он это себе и говорил тогда. А, понимаю, ну, да. Ну, не сам, да. Не надо делать ничего нового. At higher doses and when inhaled continuously, it acts as an anesthetic and is commonly used in dentistry and for minor surgeries. However, it also has a whole bunch of non-drug related uses. It's a good oxidizer, and it's often used in rocket propellants and cars to increase the power output of the engine. Another major use is as an aerosol propellant, most notably in cans of whipped cream. Nitrous gas is very soluble in fatty compounds, and under the high pressure in the can, quite a large amount is dissolved into the cream. When the can is opened, the cream is pushed out, but it's no longer pressurized. This causes the solubility of the nitrous to decrease, and the excess gas escapes from the cream, causing it to puff up. This effect is very similar to releasing the pressure in a soda bottle and having it bubble over. The specific reason why nitrous is used for this is because it works well, and there aren't many other alternatives. Ну ладно. Air and Не все так especially... решается. Ваша ситуация, конечно, другая. Да. Вам надо не беременеть, использовать презервативы, предохраняться. Только я тебя предупреждаю как мужчину. Да, что тебя, да, понимаю. Рискуешь свою жизнь, как бы, да. Не по-мужски прожить, мягко выражаясь. То есть, понимаю, надо вот, ну да. Нет, что ли? Прожить зря, да. Ну да, да. Природой создан коитус и эмоциональная тоже подоплека, которая женщины, которых мы добиваемся, и надо, да, понимаете. Да. Для того, чтобы известно что. Это парадокс, ну да. Ну я тебе как мужику тогда говорю, просто есть ведь, да. Ну, понимаю, это просто, да. Это не лучший вариант, но что поделаешь. По идее, наверное, особо без разницы, да. Да. Как в 13 лет ты влюбляешься же, не то, что там где-то. Там какая-то, ой, у нее, да, все, как бы, да. Ну или наоборот, там, да. Близлежать, ну, что-то далекое такое, вот такое. Что-то серьезно? Нет, ну, про себя, ну, то есть, когда, ну, первая любовь, ну, хотя мы, как пацаны, да, я понял тебя, короче. Ну, да, он про это говорил, да. Нет, взял да захомутал, то есть, работал. Ну, нет, значит, я говорил. Ну, что? Что рядом? Actually, oxygen can't be used
because the cream would quickly become rancid. Carbon dioxide is acidic in water, so it would curdle the cream, and nitrogen's just not soluble enough to work. Anyway, my goal for this video is to make some nitrous gas, and then use it in the barking dog demonstration, which gets its name from the cool sound that it makes. These are just a couple quick examples that I got from around YouTube. To make the nitrous, there are a few ways. The major industrial way is to heat the fertilizer ammonium nitrate, which decomposes into water and the nitrous oxide. The problem with this method, though, is that it can be dangerous. As it breaks down, it generates its own heat, which can in turn cause more to decompose in a positive feedback cycle. For this reaction to be done safely, the temperature has to be carefully controlled, otherwise it tends to go crazy. This can overwhelm the system that it's contained in, which can build up pressure and sometimes lead to an explosion. Ammonium nitrate is the cause of some really bad industrial explosions, and these are just a couple examples. А тебе не нужно продолжение фамилии, что ли? Чё, в чем проблема-то? Ну, понимаешь, да, как-то реально работает как-то так. Да, понимаю. Но у вас свое понимание, думать только о себе, я немножко ширше, что ну как бы, значит, мало недомерок просто еще, да, понимаете. А потом что будет? Да. Чтоб не стыдно было, да. Либо одинокая судьба, понимаешь, либо, да, такие, да, ну долгие, короче. Ладно, понимаешь. Я не это имел в виду. Все. И держать на здоровье, что это? Так это же
Да наоборот, вот это он есть. Вот это именно он самый, да. Так наоборот, причем где... Вот это... ну ладно, значит. Ну вот это есть он, да. Буду знать, буду знать. To be fair, these are completely uncontrolled disasters happening on a massive scale, but still, I'm pretty sure I'd be fine doing this happening on a massive scale, but still, I'm pretty sure I'd be fine doing it, but considering there's a much safer and easier method, I decided to go with that one. This other method involves reacting sodium nitrite with hydroxylamine hydrochloride, which would cleanly make nitrous oxide and only sodium chloride and water as side products. It's also really easy to control, so